приглашаются участники первой разминки. На разминке находятся Денис Яшин, Свердловская область. Константин Романов, Ивановская область. Иван Теленков, Московская область. Искандер Амиров, Республика Татарстан. Лев Бабык, Нижегородская область. Владислав Скворцов, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Заключительный вид, заключительные соревнования на Гран-при России среди юниоров в Казани. Это произвольная программа у парней. Мы увидим их произвольные фантазии на различные музыкальные, театральные, кинематографические темы. Надеемся, что увидим и элементы ультра-си, как, по крайней мере, обещают нам участники финальной разминки в первой группе участников, где катаются 6 спортсменов. Также есть надежда на четверные прыжки. Но обо всем по порядку. Комментирует для вас эти соревнования Василий Соловьев и олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Снова приветствую тебя. Да, привет всем любителям фигурного катания. Ждем выступления Дениса Яшина. Он будет открывать эту группу. Его тренеры Екатерина Козлова и Евгений Зайцев, Ольга Куркина тренирует его в школе «Юность» в Екатеринбурге. Призер первенства чемпионата Свердловской области. Константин Романов представляет здесь Ивановскую область. Мы разговаривали с Анной по поводу того, какие мысли у молодых спортсменов о том, где в итоге они окажутся, где они будут выступать, к чему они стремятся, все ли стремятся к Олимпийским играм. Вот, например, Константин в своих интервью рассказывал, что он очень хочет выступить на Олимпиаде, то есть это его мечта. Значит, устремления максимально высокие. Его тренер Александр Алтухов был на ваших экранах. Вслед за ним будет выступать Иван Теленков. Еще один спортсмен из Балашихи. Ученик Марины Держиной, Станислава Ковалева. В своей произвольной программе он катается на композиции группы «Король и Шут», которая переживает, можно сказать, такой постфактум ренессанс благодаря сериалу, который был снят про эту группу. Ну и темы вновь стали популярными. Искандер Амиров. Искандер представляет Казань, где его тренируют Ольга Арбузова, Алина Алексеева. Такой классический у него костюмчик для программы на музыку из кинофильмов Чарли Чаплина. Белый верх, черный низ. Вот 13-летний Лев Бабык обещает исполнить четверной сальхов в своей программе. В Нижегородской области он тренируется под руководством Анны Калиниченко. Ну и Владислав Скворцов из Москвы. Стадион Строгинский конек Чайковской, где его тренирует Алима Гершкович.
победил в прошлом году на всероссийских соревнованиях «Енисейская симфония». Второе место на турнире памяти Игоря Русакова. Огромное количество турниров, которые помогают нам сохранить историческое наследие, помнить всех тех, кто огромный вклад сделал в развитие этого прекрасного вида спорта, работал, трудился, творил, вкладывал всю душу. О таких людях мы вспоминаем всегда, когда смотрим на этих молодых ребят, потому что цепочка практически от каждого спортсмена можно проследить цепочку вплоть до Панина Коломенкина. Обязательно где-то есть взаимосвязи, кто-то у кого-то тренировался. Московская школа, питерская, и затем разветвление по всей стране, которые здесь, на этих турнирах, собираются в один пучок обратно. Такой мощный соревновательный пучок спортсменов. Тройные прыжки отрабатывает. Не заметила четверных Льва Бабыка? Нет, не было. Не попались они на экран. Один четверной, да, была попытка. Внимание участников. Не увенчалась она успехом, но будем надеяться, что в прокате все получится. Быстро пролетает разминка. Кстати, быстро или медленно? Вот когда ты на соревнованиях, она быстро или медленно? Обычно очень быстро Очень пролетает, быстро. и обычно каждая секундочка расписана. Ты четко знаешь, что тебе нужно успеть размять, и там нет времени на раздумья. Свердловская область. А отрабатываете на тренировках вот именно 6-минутный отрезок Да, разминки, стараемся каждый день на вечерней тренировке всегда вот 6 минут прокат. Все четко, как на соревнованиях. Ясно. Открывает соревнование Денис Яшин. Его программа называется «Не могу скрывать свою любовь». Can't pretend. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh. Feel my skin is rough, but it can't be cleansed. It can't be cleansed. Oh, my
I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh. Потихонечку, потихонечку Денис раскачиваемся. Соревнования парней в произвольной программе открыл Денис Яшин. И сам вроде бы так здорово выстрелил в первом каскаде, но потом все равно все закончилось тем, что ушел со льда. Ну, вот у него, видимо, еще такая комплекция, что вот как будто он расстроен, все время прям совсем чуть ли не плачет. Ну, не расстраивайся так сильно. Я надеюсь, что внутри он, тем не менее, настроен по-боевому, просто не все получилось. Да, тяжелое начало соревнований у парней. Прокат был тяжелый, при том, что очень резво он пошел в первую комбинацию. Тройной луц, двойной аксель. Так бойко начал, и казалось, что на этой же ноте и продолжится вся программа. Но, к сожалению, уже со второго прыжка начались ошибки, падение с тройного флипа. И дальше уже один за другим, конечно, много ошибок было. И бабочки, вот только что видели, вместо тройного ридбрикера двойной, во второй половине вместо тройного луца одинарный. Вот, но как будто это прям, да, подкосило, расстроило его прям во время проката. Было видно, как он расстраивается. Ну, над этим тоже надо работать, чтобы такие ошибки не выбивали тебя из колеи. Чтобы была возможность собраться и даже после ошибки все доделать и не опускать никогда руки. Пусть этот прокат тоже будет опытом, через который нужно пройти, сделать выводы и стать сильнее к следующим соревнованиям. Денис Яшин. Расстраиваться смысла нет, есть смысл работать, тренироваться и исправлять ошибки, которые вылезли на этих соревнованиях. Держись, Денис. Жизнь штука непростая. Вся во взлетах и падениях. У некоторых, к сожалению, как вот у фигуристов в прямом смысле этого слова, никаких грандиозных секретов в себе не таит. Эта жизнь, заключена она в работе и устремлениях, и побеждает всегда тот, кто работает чуть больше остальных и делает это быстрее остальных. 145,22 балла. 145 баллов. Наша Для сегодня исполнения произвольной стартовая программы на лед приглашается отправная точка, а на льду Романов. Константин Ивановская Романов. Очень по-деловому так выслушал своего тренера Александра Алтухова. Все принял к сведению и отправился исполнять произвольную программу под музыку из рок-оперы про жизнь Моцарта, который всю свою жизнь, по версии этой рок-оперы, сражался с деспотичным архиепископом. Мешал тут жить Вольфгангу.
me dérange. Je frissonne, poignardé par notre peau. C'est comme dans l'âme le couteau. La blessure traverse mon cœur et j'ai la joie dans la douleur. Je m'enivre de ce poison avant de perdre la raison. Rien qui fait mal, quand tu l'aimes, tout à fait banal. Rien qui t'amène, la délice passe par le supplice, baisse les armes, donne tes Негодует Константин. В то же время доволен большей частью своей программы. То есть не хватило на 100%, но на 95% или, может быть, даже 97%. Выдал сегодня и катание, и элементы. Только флип помешал в середине программы полностью возрадоваться по итогам этого сложно сочиненного произведения из симфонии и реквиема Моцарта, а также из рок-оперы. Да, видим, что спортсмен доволен. Это у нас самое главное, что он со своей задачей справился, несмотря на ошибку. Тройной флип в комбинации с двойным акселем, затем тройной луц, вот сейчас на ваших экранах Ойлер, тройной сальхов, на луце ребро неверное находят, поэтому стоимость будет понижена. Затем тройной луц, двойной тулуп. И что вот, кстати говоря, интересно, на первом тройном луце находят неверное ребро, прям неверное, а на втором ничего. Нет, все-таки тоже находится сейчас ребро неверное. Судьи просто потихонечку отсматривают. Да, постепенно отсматривают. Там, я уж да. подумала, что ко второму прыжку исправился Константин. И искоренил эту ошибку, но нет. Затем было падение с тройного флипа. Это вот единственная такая прям грубая ошибка в этом прокате. Но она его не сбила. Дальше собрался, докатал, доделал все прыжки, все элементы. А случается такое в прокатах, что, действительно, вот тут не получилось четко с внешнего ребра сделать луц, а на следующем прыжке все-таки умудрился и сделал? Или уж если нет этого ребра, бывает, то чаще на всего самом и деле, нет? мне кажется, может быть такое, что на одном прям неверное, а на другом там неясное, например, может быть. А такого, наверное, что прям неверное и идеально чисто, все-таки это какая-то магия уже, наверное. Тут уже как научен, так научен, да. Потом иди Где-то просто, может переучивайся. быть, более явное, да, ярко выраженное неверное ребро, а где-то может быть чуть более такое плоское, которое уже не отметить так. Но это, конечно, все равно редкость. Зачастую все-таки по одной технике одинаково исполняются прыжки. Я в воздухе уже понял, я Делится своими соображениями. А я сначала не понял, я потом уже в прыжке. Какие ощущения у него были в полете? Надо спортсменам сказать, чтобы они почетче разговаривали с Кисенкрай, чтобы мы все Погромче и слышали. почетче. Да, погромче, почетче. И показывали интересно. еще. Да, нам очень любопытно. Хорошие доверительные отношения между спортсменом и тренером. Обсудили, как что произошло. Общий результат Получает он второй результат как в произвольном катании, так и по сумме двух прокатов. второе место.
И пока последний в списке участников. Произвольной программы на лед приглашается Иван Теленков. Иван Московская Теленков. область. Иван катается, как уже было сказано, под несколько композиций группы «Король и Шут». В провинциальном городке был праздник, музыка звучала, но вот в ликующей толпе возник зловещий лик бродяги. Он шел, как будто бы один, толпа его не замечала, и как-то странно на него смотрели местные собаки. В черном цилиндре, наряде старинном, город на праздник путник очень спешил, по горам пробирался и улыбался, но камень сорвался в пропасть горных вершин. Как вот еще на соревнованиях девушек мы отмечали, что прям весь спектр программ у нас представлен на этих соревнованиях. Юниоры большие молодцы, но мы и обсуждали, да, с тобой накануне, что юниорам нужно экспериментировать иногда. Когда кому-то, как не сейчас. Да, кому-то самому хочется что-то сделать, кому-то, наоборот, тренеры говорят, а сделай-ка вот это. Интересно, кто выбрал эту тематику программы. Выглядит это в любом случае самобытно, оригинально, и интересно было за этим наблюдать. И Иван, конечно, и в короткой, и в произвольной программе очень ярко показывает свои программы, очень театральный такой и хореографичный мальчик, поэтому ему эта программа очень подходит, на мой взгляд. Технически, да, были ошибки. Вот мы видим, начал сразу же с падения с двойного акселя, хотя я думаю, что этот прыжок не должен вызывать никаких трудностей у спортсмена.
Затем он исполнил комбинацию тройной луц, двойной аксель, двойной тулуп. И вновь техническая бригада находит неверное ребро на луце. С Сальховым и вправду, да, что-то совсем непонятное случилось. Вылетел под наклоном, раскрылся в воздухе в полоборота. Недокрут, как будто он прям потерялся сам в воздухе. Но дальше вот после первых 3 элементов собрался. И дальше уже и во второй половине исполнил каскад тройной луц, тройной тулуп. Вот он сейчас на ваших экранах. Конечно, там недокрут присутствует. Но, тем не менее, устоял, удержался. Тройной флип, двойной тулуп, каскад. Затем тройной флип. Все это он выехал, вытащил и сделал. Ну вот интересно, на международной арене катаются под пение хоррор-панк-групп? Или это прям большая редкость взрослые спортсмены? Или всякое случается? Ну, я думаю, да, конечно, случается всякое. Но вот, мне кажется, особенно в юниорском возрасте, конечно, самое то — искать свой стиль, искать что-то самобытное, ни на что не похожее. И стараться раскрываться в разных образах, чем как раз и занимаются спортсмены. И зато радуют нас разнообразными программами. Ну да, главное, что человек катается с удовольствием. Гораздо лучше, чем если бы ему сказали: катайся под Лебединое озеро, а ему бы не нравилось бы, предположим. Было бы скучно и однообразно. Да, это замечательно, когда ты видишь, что спортсмен сам наслаждается своей программой. И это всегда сил придает во время выступления. Самовыражается. Не просто механически исполняет действия, которые сказали, а с душой катается. Это всегда чувствуется, это передается и через экран, и зрителям, которые на арене сидят, и, конечно же, судьям в том числе. Они тоже люди, и на них это тоже влияет на оценки. Ну, видимо, судьи под глубоким впечатлением, потому что никак не могут выставить свои оценки. И вроде бы не очень понятно даже, что там такое они делают, потому что... Ну, долгое время высматривали вот недокруты, ребра. Постепенно они вот появлялись на тройных луцах, 2 ребра. Недокрут на тулупе тоже Иван был Теленков найден. за произвольную программу набирает 98,48. И его результат второй по произвольной программе, но он остается впереди своих конкурентов. Позицию свою в турнире сохраняет. В момент участник занимает 1-е место. Для исполнения произвольной Казанский программы спортсмен Искандер приглашается Амиров Искандер Амиров, с Республика произвольной программой Татарстан. под музыку из бессмертных фильмов Чарли Чаплина.
Искандер Амиров под аплодисменты местной публики. Казанский спортсмен завершает свою программу на музыку Чарли Чаплина. Искандер Амиров. Вот я не очень понял его реакцию по завершении, что он вообще понимает, что происходит или нет. Ну, мы видим, что очень доволен спортсмен своим прокатом, и мы его тоже поздравляем с этим хорошим прокатом. Очень его поддерживают и зрители на трибуне. Просто дело в том, что Искандер выступил хорошо, намного лучше, чем он выступил в Магнитогорске, где он 2 раза упал с 2 разных прыжковых элементов. Здесь же он все выполнил абсолютно чисто, да, ну, без падений, за исключением вот каких-то мелких помарочек, о которых мы сейчас Да, посмотрим. даже таких видимых помарок не было, но техническая бригада очень строго оценивает ребра на прыжках, и вот уже 3-й спортсмен, который 3-й из 4, у которого неверное ребро на луце стоит, на стартовом тройном луце, а затем все остальные элементы в плюсовой зоне находятся, везде положительно оценили его элементы, и каскад, тройной флип, тройной тулуп, затем был сальхов, двойной аксель во второй половине, вот комбинация, тройной флип, двойной аксель, двойной тулуп, каскад, тройной ридбергер, двойной тулуп и сольный тройной ридбергер, все вращения на 4-й уровень. То есть вот в этом прокате прям справился на все 100%. Здесь уже как будто дальше можно добавлять и добавлять. Элементы ультраси сюда можно Искандер добавлять и Амиров нужно. за произвольную программу набирает 119,56 И он набирает баллов. сильно больше баллов, чем было у него в Магнитогорске. Там у него общая сумма была 167, здесь 179, сразу 12 баллов. Справедливо прибавил к своему результату. Молодчина. Искандер Амиров порадовал местную публику, порадовал себя, порадовал своих тренеров Ольгу Арбузову, Алину Алексееву. А следующий участник Лев Бабык, который представляет Нижегородскую область, в своем протоколе указал первым прыжком четверной сальхов. Ждем с нетерпением. Под пение Алессандро Сафина. Lots of people around the world right now are just very emotional because there's a lot just Lost in the shadows, feeling so small. But I've got a fire, won't let myself fall. Every hit taken, every scar earned, lessons in pain from which I've learned. When the world says I'm done, I'm just on in my run. Through the darkest of nights, I will find. You won't get me down, you won't get me down. I get back on track with a peaceful inside. I always come back around. I'll never back down, no, I'll never back down. A force to behold and it waits to unfold. I always come back around. When worlds converge and dreams ignite, there are millions to witness the champion arise. With every challenge, we push with all our might. For we have only one goal, the ultimate prize. When hope seems so far, I'll reach for the stars. In the heart of the storm, I am reborn, I am reborn. You won't get me down, you won't get me down. I get back on track with a peaceful attack. I always come back around. I'll never back down, no, I'll never back down. A force to behold.
Лев Бабык из Нижегородской области. Молодец, рискнул. Пошел на самый главный элемент в своей программе по количеству баллов на четверной сальхов. Жалко, что не случился этот элемент, но в этом риске и заключается вот эта спортивная составляющая фигурного катания. В отличие от легкой атлетики, нет 3 попыток у вас. Есть только одна, и это, конечно, катастрофа. Да, Лев первый спортсмен, который пошел на четверной прыжок. К сожалению, не удалось чисто исполнить этот элемент, но попытка была. Вот сейчас давайте пересмотрим ее. Недокрут в полоборот. Видим прямо, что лезвие на передний ход приземлилось. Соответственно, дальше последовало падение с этого прыжка. Но нужно отрабатывать, выступать, вставлять это в свои программы, потому что только так можно этот элемент стабилизировать. Затем с тройными прыжками уже каких-то серьезных проблем не было, грубых ошибок не допускал Лев. Есть неточности, недокрут, например, на тройном тулупе в каскаде из тройного флипа, тройного тулупа. Тройной луц точно так же, как и предыдущим спортсменам, ставят ребро и недокрут. Ребро находят практически у всех спортсменов, причем неверное ребро на луце и неясное ребро на флипе, что редкость, когда на 2 прыжках разных подмечают неточности. Ну, так по мелочам, конечно, он много потеряет на недокрутиках, на ребрах. То есть это то, что нужно подчищать, дорабатывать, чтобы качество исполнения элементов было на высшем уровне, чтобы точно не придирались судьи Да. и техническая бригада. И на хорошей базе можно будет и больше в своем катании к зрителям обращаться. Такая насыщенная драматическая программа, очень звучащий этот голос певца, заглушающий все на стадионе. И такой посыл, конечно, сложно поддерживать, да, эмоционально. Ничего, сможет, все сможет спортсмен, если будет упорным в достижении цели. Лев Бабык за Лев произвольную программу получает 113,50 второй результат по произвольной программе. За 2 программы На данный момент уступает Искандеру Амирову, который был очень чист в своем катании. Второе место. Вот Амиров уже улучшил немножко свой результат. А впереди еще выступление в этой группе у Владислава Скворцова, которого настраивает на катание Алима Гершкович. Катается он под саундтрек из кинофильма «Дюна», получившего «Оскар» за работу Ганса Циммера, который целый месяц потратил на одно только создание необычных космических звуков, с которыми бы он мог этот саундтрек создать. Поэтому прислушайтесь и к музыке тоже.
Владислав Скворцов завершает эту группу участников в произвольном катании у юношей. Надо сказать, что вот мы обсуждали в соревнованиях у девушек, что можно иногда выбирать четверные для своих программ или не выбирать, в какую-то тактику преследовать. Но вот у Владислава, конечно, никакой другой тактики здесь быть не могло. Ему нужно идти на рекорд, сражаться, пытаться делать этот прыжок. Наверное, он у него получается, если в программе у него заложено четверной сальхов плюс 2 двойных акселя, как написано в протоколе. Но вот сегодня что пошло Как не раз так? можем посмотреть. Вот сейчас повтор. На самом деле неплохо вылетел он в этот прыжок, но как будто чуть-чуть высоты не хватило, и, может быть, подтянуться вот побольше в воздухе. В итоге недокрут в полоборота и, как следствие, падение с этого прыжка. Дальше были тройные прыжки, которые не вызвали никаких вопросов у Владислава. И во второй половине программы 3 каскада он исполнял. Сейчас мы видим как раз тройной луц, тройной тулуп. После тройного луца была ошибка, но при этом все равно постарался он добавить туда тройной тулуп. Ридбрикер тулуп тоже с ошибкой, касание рукой после ридбрикера. И комбинация луц двойной аксель тоже выполнена с ошибкой, так что получается, что все самые сложные, самые дорогие прыжки в этой программе были выполнены с ошибками. После тройного луца он еще и ногой коснулся, поэтому вот сейчас тулуп ему не засчитывают. Поэтому есть ощущение, что чистейшее катание Искандера Амирова было лучшим в этой группе участников, и, скорее всего, он приподнимется еще выше. Но нужно идти на риск, пробовать эти четверные прыжки, потому что все-таки уж в мужском катании так точно без четверных прыжков никуда. И только через ошибки можно добиться чистого исполнения и усложнения своих программ. Интересная в недавнем прошлом спортсменка Алима Гершкович. Еще помню, как она каталась. Сейчас вот нашла себя в тренерской работе и воспитанников своих тренирует на катке «Конек Чайковской». Пусть все получается, и количество учеников и качество всегда будет идти в рост, чтобы прославлять и наше катание, и школу Елены Анатольевны, выдающегося нашего величайшего тренера, положившая начало такому количеству карьер и тренерских, и спортивных. Наверное, не перечесть, какое количество тренеров сейчас у бортика стоит, которые тренировались у Чайковской. Огромное наверняка количество. И в одиночном катании, и в танцах. Да, он третий по произвольной программе и третий же в общем протоколе, отставая от Льва Бабыка на 1 балл. На лед приглашаются участники второй разминки. На разминке находятся Тимофей Бочков, Москва, Илья Неретин, Санкт-Петербург, Алексей Ефременко, Москва, Михаил Клепацкий, Санкт-Петербург, Александр Чмиль, Санкт-Петербург, Илья Мальков, Республика Татарстан. Разрешена 6-минутная разминка. Вторая группа участников на льду. Разминаются ребята перед своей произвольной программой. Первая группа откаталась
достаточно продуктивный в борьбе, но выделить стоит Искандера Амирова, занимающего первое место после выступления 6 спортсменов. Он заслужил, был чист и порадовал местную публику своим катанием. Казанский спортсмен. Далее на льду 14-летний Тимофей Бочков. Катается он в школе «Серебряные акулы». Был такой каток «Серебряный» на улице Глаголева. Прекрасно его знаю, потому что жил в соседнем доме. Помню, как в свое время там и Ягудин с Тарасовым какое-то время тренировались именно на катке «Серебряные». Теперь «Серебряные акулы». Не просто так. Кататься он будет под программу «Танец рыцарей». Ну и без четверных его заявка. Тренер Наталья Балуева. Вторым пойдет в произвольной программе Илья Неретин. Это, в свою очередь, ученик Евгения Рукавицына и Романа Усатова, хореограф Ольга Глинка из Санкт-Петербурга. В Магнитогорске был 6-м с результатом 204 балла. Ну, у него такой довольно-таки высокий даже был результат в Магнитогорске. Здесь он с таким, думаю, тоже не ниже 6 окажется. То, что он здесь во второй группе участников, а не в третьей, это такая для него все-таки неожиданная неудача. У него есть набор из многих четверных прыжков. Какие он собирается прыгать, Ань, в произвольной программе? Да, серьезный очень набор у Ильи в произвольной программе. Он собирается пойти на 3 четверных прыжка, причем 3 разных четверных прыжка: тулуп, ридбергер и сальхов. Если это ему удастся, то это, конечно, очень серьезная заявка. Причем все каскады у него отнесены на вторую часть программы, а сначала так вот отстреляться именно элементами ультра-си. Ну что, план хороший, по идее, да? Да, пожелаем, чтобы он исполнился. Вслед за ним будет кататься Алексей Ефременко, ученик Виктории Буцаевой, Евгения Власова. У него без четверных программа составлена, но, тем не менее, при должной чистоте это может быть очень весомое выступление. Михаил Клепацкий. Еще один спортсмен из Академии фигурного катания Санкт-Петербурга. В Магнитогорске был 9-м. Помним его по произвольной программе «Дон Жуан». Вот тренеры Юлия Кулебанова, Марианна Кривенко. Еще один спортсмен, выполняющий четверной сальхов, это Александр Чмиль. Сейчас вот упал на разминке. Да, была попытка исполнить, но пока что неудачно. В Москве 10-м он был. Собирается пойти на четверной сальхов и 2 тройных акселя. Тоже довольно серьезная заявка. И в короткой программе он прекрасно тройной аксель сделал. Тамара Николаевна там наставления серьезные дает. В Москве с четверного сальхова Александр упал. Затем даже попытался еще сделать. Сделал тройной. Неудачно. Внимание, до окончания разминки осталась 1 минута. Думаем, будет пытаться и здесь, несмотря на то, что разминка сложно идет. Ну, что ж, поделать.
Илья Мальков будет закрывать эту группу участников. Также тренируется казанский спортсмен у Людмилы Гафаровой. У него прям полный набор. Тройной аксель, четверной тулуп, четверной сальхов. Ну как полный. Для того, чтобы блеснуть элементами высочайшего уровня сложности. Когда он стал серебряным призером первенства России среди юниоров, то исполнил в произвольной программе 3 четверных сальхов и 2 тулупа. Так что подтверждено, что делать он их умеет. Вопрос только в данном конкретном старте. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Тимофей Бочков, Москва. Под музыку Сергея Прокофьева в исполнении Дэвида Гаррета, немецкого скрипача мирового уровня, будет кататься Тимофей.
Докручивай, докручивай. Иногда мы замечаем на соревнованиях, что лучше все-таки докрутить до определенного уровня вращения и Бочков. пусть даже бальчик потерять, но больше за перехрон, но зато получить больше баллов за то, что сделал 4-й уровень вращения. Правда, я не уверен, что здесь уже шла борьба за 4-й уровень. Это мы сейчас посмотрим. Монтеки Капулетти Прокофьева в современной аранжировке. Прекрасная тема для энергичного молодежного катания. Тимофей сегодня определенно молодец, справился со своей произвольной программой. Да, не безошибочно, но очень хорошо и очень достойно. Очень он так бойко, резво ехал свою произвольную программу и хореографию доделывал, старался прям все движения поставленные четко выполнить. И по прыжкам тоже практически без грубых ошибок обошелся. Из недочетов неясное ребро на Луце, что на первом, что на втором. И недокруты на... Вот сейчас как раз на каскаде тройной Луц, тройной тулуп ставят и на Луце недокрут, и на тулупе недокрут. Затем комбинация тройной флип, двойной аксель, двойной ридбергер. И здесь без вопросов справился. Даже именно ридбергер прыгнул, не тулуп, что чуть-чуть побольше баллов принесет. И вот здесь вот ошибочка, которую видно визуально после тройного ридбергера. Очень нечеткий был выезд с перепрыжкой, но добавил таки каскад, который там был запланирован, двойной тулуп. Вращение доделал, довращал, несмотря на то, что музыка закончилась. Тимофей Бочков за произвольную 3-й уровень программу набирает вращения получил на 121,47 заключительном. балла. И он Общий результат за 2 программы составляет лидирует на данный момент. Обошел Искандера Амирова. 185,58 Ну, как обошел, баллов. скажем так, На не данный момент уступил ему участник занимает то преимущество, которое у него было место. после короткой программы. И сейчас Исполнение возглавляет произвольной список программы на спортсменов. приглашается А на льду Илья Неретин. Неретин, Санкт-Петербург. Мы уже говорили, 3 четверных прыжка стоят у него в программе с самого начала в протоколе. И действительно он их обычно исполняет на турнирах. Единственное, что вот на турнире в Магнитогорске 2 из этих 3 прыжков он завалил, упал. Сейчас пожелаем ему удачи, гладкого льда под музыку Антонио Вивальди.
Илья Неретин от старта к старту. Процесс меняется, Илья улучшается. Пока еще не все, да, но 2 четверных в начале были шикарными. Не знаю, что там судьи найдут какой-нибудь недокрут или нет. Но выглядело совершенно великолепно. Да, получилось не все, но многое, очень и очень многое. Сразу мы говорили, что очень серьезная заявка у Ильи на произвольную программу. 3 четверных прыжка, 3 различных четверных прыжка. И с большей частью этой задачи, скажем так, он справился. Давайте сейчас посмотрим повтор. Четверной тулуп, стартовый, прекрасно исполненный, на огромной скорости, докручено, уверенно. Затем был четверной ридбергер. Чуть-чуть корпус был спереди и небольшой недокрут в четвертиборота. Отмечают также и техническая бригада. А вот Сальхов уже, конечно, по нисходящей пошел. И недокрут, и падение. Но, тем не менее, пошел на эти 3 прыжка четверных. И если это от старта к старту выполнять, то к главным турнирам, думаю, это будет очень серьезная уже заявка, чтобы бороться за высокие позиции. Дальше во второй половине программы прекрасно исполнил все 3 каскада. 2 каскада одинаковых, тройной луц, тройной тулуп исполнил. Затем комбинацию тройной ридбергер и 2 двойных акселя. Очень уверенно. Все во второй половине на умножение. Дополнительные 10% от стоимости добавит он к этим прыжкам. Вращение 1 и 3 уровня, остальные 2 вращения на 4 уровень выполнены тоже очень достойно. И сейчас, я думаю, соответствующие очень высокие достойные баллы будут за этот прокат. Вот в короткой программе обидно это было падение с акселя тройного, а в произвольной он не делает тройных акселей. То есть, думаешь, у него не очень хорошо с этим элементом или просто зачем он здесь сдался? Возможно, это не самый его любимый прыжок, а возможно, просто 3 четверных прыжка уже отнимают столько сил, что на данный момент решили без тройного акселя, а четверные прыжки все-таки дороже, чем аксель. Ну вот сейчас в другую лигу нас переносит Илья Неретин своими баллами, потому что и в произвольной программе он на 23 балла набрал больше, чем ближайший преследователь. То есть понятно, что во второй разминке, наверное, Неретину и нечего было делать. Ну и 30, почти 25 баллов он набирает в общей сложности больше, чем Тимофей Бочков. Пока лидирует. Ученик Виктории Буцаевой Алексей Ефременко из Москвы будет кататься под музыку из такой саундтрек под названием «Исход. Цари и боги».
Алексей Отличное Ефременко. катание. Молодчина. Да, это катание без четверных, но это была ставка на чистое катание. И это было здорово. Хорошие ученики у Буцаева и Власова. Очень хороший прокат от Алексея. И помимо чистого исполнения прыжков, и здесь как раз мы видели и образ, и программу. И с прыжками он тоже справился. Тройной луц, двойной тулуп, стартовый каскад. Не заявляет он элементов ультраси, но уверена, конечно, что на тренировках работа над этим ведется, и что все впереди, все еще будет. А Ну, пока причем что- он так и был заявлен, тройной луз, двойной тулуп. Да, Не да, то, что он там не было заявлено. не сделал. Да, Всё элементов как ультраси. написано, Все так как и заявил, сделал. так и сделал, да. Потом он еще прыгнул тройной луз, тройной тулуп во второй части. Да, самые сложные каскады во второй половине на умножение, луц-тулуп 3-3 и комбинация тройной ридбергер, двойной аксель, двойной тулуп и сольный тройной ридбергер. Это прыжки, которые выполнены во второй половине программы. При этом все вращения исполнил на 4-й уровень. И хореографию вот вновь отметим, что доделывал. И вообще катание очень такое легкое было. То есть не было видно, что он прям сражался, боролся в этой программе, терпел. Нет, он довольно легко ее катал. А для этого нужно много часов тренировок провести, чтобы вот добиться этой самой легкости. Можно дальше развивать свои навыки и выходить на какой-то новый уровень, Безусловно, если добавлять, хочется к взрослым попасть в прыжки. соревнования, да? да, добавлять четверные, тройной аксель. Без этого никуда. Ну, набирал он на соревнованиях больше 200 баллов по сумме двух программ. Поэтому сейчас ждем, на какой позиции он может оказаться. Учитывая то, что Неретин катался, может быть, и не так чисто, но помощнее набор элементов у него был. Ну не грустите, ребята. На комментатор, ой, в Кисенкрай. В Кисенкрай, да. Все будет хорошо. Второй результат по произвольной программе. Не добрал до 200, совсем немножечко. И вперед Илью Неретина пропустил, но мы предполагали, что Илья с таким прокатом, видимо, приподнимется чуть-чуть повыше, до десятки. Михаил Клепацкий, второй спортсмен из Академии фигурного катания, ученик Кулебановой и Кривенко. Музыка из Дон Жуана, мюзикл такой. Il a souvent les yeux d'un ange, il a le cœur noir du démon. Mais il a de façon étrange cette force de séduction. Cette assurance qui dérange, cette envie qui ne veut pas mourir. Que tout doit lui appartenir. Femmes, c'est plus beau que les étés, sur les plages ensoleillées. Pourquoi ne pas l'avouer? C'est plus beau que les hivers, quand la neige blanchit la terre. Les femmes, c'est les couleurs de l'automne, quand les papillons s'envolent. À l'heure où l'amour se donne, c'est les parfums du printemps, quand renaissent les sentiments. Yo quiero vivir solamente
C'est le rouge quand elles ont peur, c'est le blanc quand elles se donnent, le rose quand elles nous pardonnent de n'être seulement que des hommes. C'est si facile de faire le bien, pourquoi le mal? N'auras-tu donc aucun chemin, aucun idéal? N'auras-tu jamais un peu de morale? Moi, je vois le bien partout. Moi, j'aime les gens debout. Toi, tu ne comprends jamais rien. Le seul plaisir qui reste, c'est les femmes et le vin. Les fleurs du mal, les fleurs de lys perdent leurs pétales, c'est pareil, c'est pareil. Les jeux du bal, les jeux du vice, ça m'est égal s'ils ne m'emmènent pas au ciel. Les fleurs du mal, les fleurs de lys perdent leurs pétales, c'est pareil, c'est pareil. Je ne serai jamais complice de ceux qui veulent m'emmener vers le ciel. Les fleurs du mal. Михаил Клепацкий. Ну, что-то тяжело Михаилу удался этот Михаил прокат. Клепацкий. Прям вплоть до того, что, не знаю, там зрители обратили внимание. Нет, мы не можем не отметить, что прямо останавливался во время совершения элементов, включая вращение, да, там, мог выехать из-за Ридбергера и задуматься, а прыгать ли ему дальше что-нибудь. Михаил, что происходит? Что такого в жизни не так идет, что так вот сегодня не выступается совсем? Да, честно признаюсь, в какой-то момент даже было ощущение, что прям совсем остановится и прекратит выступать даже. Да, в я этой даже подумал, что, произвольной может, знаешь, там программе. что-нибудь случилось, Мы тоже, не знаю, да, с вначале коньком, первые еще с мысли, что, может чем-нибудь. быть, действительно что-то беспокоило его в этом прокате, потому что как будто бы мыслями и головой он совершенно не на льду был. Программа сама собой каталась, а он как будто где-то в облаках немножко витал, может, что-то его действительно беспокоило или отвлекло, потому что неплохо начал первую половину по прыжкам. Исполнил двойной аксель, тройной лутс, тройной флип. Вот двойной сальхов уже подвел. Дальше во второй половине каскад, тройной лутс, тройной тулуп. Справился. Комбинация, тройной флип, двойной аксель. То есть, в принципе, по прыжкам не так плохо все. Но вот тут он прям, конечно, долго думал. Да, это После тройного Ридбергера прям очень сильная пауза была. Думал, добавлять ли ему двойной тулуп, который в заявке есть. В итоге не стал добавлять после долгих размышлений. Может быть, он как раз думал, что у него будет повтор этого тулупа, если у него уже был в каскаде тройной тулуп и двойной тулуп, может быть. Но, Нет, я думаю, просто не самый это же- удачный выезд. И плюс последний прыжок в программе, уже сил не так Михаил много, Клепацкий наверное. за произвольную программу Думаю, набирает стоит ли оно того? 125,9. Ну да, тем Стоит более, ли что оно это... этих усилий? Да, был бы не Общий повтор. результат за Это две просто программы составляет не хватило сил. 196,8 Любопытно, но балла. тем не менее, На данный момент третий участник результат за занимает произвольную он второе получает, место. да, даже Бочкова обгоняет. Для исполнения А произвольной по сумме программы двух на лед программ приглашается даже Алексея Александр Ефременко не Шмель, пропустил вперед. Санкт-Петербург. И пока второй за Неретиным, но отрыв там серьезный, поэтому Неретин пока что повыше остальных ребят. Александр Чмиль на ваших экранах. Катается он под пение Димаша. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs?
Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un derrière en détresse. Plus je murmure sur toi, je peux très beaux amours. Je serai dans de ma chaude et volue de la voix. Ça passe je te jure, confondais la vie avec le bon dessiné. Quand nous on vit, tu me tas ma force. Je sens quelque chose qui m'attire. Allez. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. J'ai pas peur, elle est folle, elle de notre amour. J'ai mûri et sur toi, c'est comme ça de l'amour. Празднует таким жестом свое катание Александр Чмиль. Есть Александр четверной Чмиль. Сальхов, да, со сложным выездом. Все-таки не самым красивым и прокатным, но, тем не менее, для себя он сделал шажок вперед. А это всегда важно для спортсмена. Знаете, что-то такое Тамара Николаевна ему там у бортика сказала, чтобы он не сделаешь, не возвращайся. С иронией всегда. послушать. Тамара Николаевна, да, что-то помогло. Что-то, да, что-то помогло, потому что Сальхов на предыдущих стартах не получался, а вот сегодня как раз давайте посмотрим замедленный повтор этого прыжка. Да, недокрут прям видно, в четверть приземлился, но вытащил он этот выезд, устоял на одной ноге, затем 2 тройных акселя исполнил. Первый аксель такой тяжелый был, недокрут в четверти оборота находят на нем, а второй аксель уже прям уверенно исполнил. Переформатировали свою программу по сравнению с предыдущим турниром. Поставили 2 акселя вместо еще одного четверного. Да, и думаю, что это луцкого правильное лупа. решение, потому что Сальхов пока еще видно, что недоработан немного, а тройной аксель он и в короткой очень уверенно исполнял. И вот в произвольной 2 акселя сделал.
короткой проблема уже второй этап во второй половине была, поэтому ждали, как же тут вторая половина пройдет. Но вот здесь вот единственная такая помарка с акселя двойного нечистый выезд, и потом двойной тулуп прицепил уже так в две ноги. Потерялся немного в этом каскаде, но тем не менее достойно. И вторую половину откатал каскад, тройной луз, тройной тулуп сделал. Хороший прокат, рабочий. Есть что усовершенствовать, конечно, над недокрутами, в частности, поработать, но в целом... И скромно Тамара Николаевна удалилась. Оставила Веронику Анатольевну Дайнека, тренера Александра, здесь, в Кисенкрай. Все проконтролировала. Ну, все это происходит, все тренировки Александра и еще огромной группы спортсменов и парников, и одиночников вот в школе Тамары Москвиной, которая теперь таким отдельной организацией функционирует в Санкт-Петербурге. Это очень приятно, и огромная работа ведется. Александр получает второй результат по произвольной, все-таки не догоняя Неретина на 6 баллов, и уступает ему всего лишь 3 балла по сумме двух программ. Так что Илья прям уже позиции на 4-5 возвысился благодаря своему произвольному катанию. А на льду Илья Мальков. Да, поддержка группы казанских болельщиц отправляется к этому молодому человеку, у которого тоже заявлены четверные. Такая электронная и одновременно оркестровая драматическая музыка его произвольной.
Что же это было? Илья Мальков, спортсмен, который, как мы даже вот видим по тому, как он исполняет четверные прыжки, что они у него есть. И такой, ну, не побоюсь этого слова, раскардаш был в том, что сегодня в программе. Ну, вот начиная из первого акселя, и потом даже в тех прыжках, где он уже, казалось бы, все сделал, он умудрился, тем не менее, записать себе падение. Я уже не говорю про падение вообще посреди программы ни с того ни с сего в хореографических элементах. Как же так, Илья? Что происходит внутри? Да, четверные есть, и причем не просто есть, а очень хороший. Тулуп, он прям так взмывает воздух. Но давайте, да, вернемся к ошибкам. Сразу начал с одинарного акселя, бабочка вместо тройного акселя. Затем исполнил прекрасный четверной тулуп. Очень четко и чисто, на огромной высоте. Дальше вот Сальхов не удался. Тоже мы видим, высота огромная у прыжка. Но вот сегодня действительно какая-то раскоординация была у Ильи. Это было видно и по прыжкам вот в первой половине, 2 срыва. И затем вот сейчас мы увидим просто вот на ровном месте потерял равновесие, в бортик ехал. Прям хотелось его поддержать в этот момент. Дальше причем собрался, четверной уже сделал, выехал, и оп, снова неожиданно это падение. Немного не в ногах он был, как-то терялся на льду. И дальше это тоже было видно и в других элементах, что он прям так ищет себя. Может быть, очень хотел, опять же, вот хорошо выступить Волнение через тоже, своей да. аудитории. Потом, может быть, хотел все-таки залезть в разминку, ну, в число 6-5 лучших. У Да, него а его была набор прыжков, возможность да, его это набор сделать. прыжков позволяет ему занимать очень высокие места. Ну вот сегодня, к сожалению, не сошлось, не случилось. Но такие неудачи бывают. Думаю, надо над настроем на прокат немного поработать, поувереннее идти в эти прыжки, потому что они у него есть. Есть довольно уверенные четверные, так что при чистом исполнении, конечно, это будет уже серьезная заявка. Ну, а получается так, что Илья Мальков как раз всех участников второй группы пропустил вперед, занял сейчас 7-е место по произвольному катанию, а по итогам 2 программ на 5-м месте, но это уже статистика, это уже не так важно. Важно, конечно, что спортсмен техничный и интересный, но пока сегодняшний прокат пошел не в плюс. Будет другой, безусловно. Очень ждем его другого яркого выступления. А впереди у нас группа участников сильнейших спортсменов после заливки льда. Уважаемые дамы и господа, соревнования продолжаются, и на лед приглашаются участники 3-й разминки. На разминке находятся Кирилл Андреянов, Санкт-Петербург, Марк Лукин, Москва, Роман Хамзин, Санкт-Петербург, Макар Солодников, Пермский край, Эдуард Карантынян, Москва, Ильяс Халиуллин, Республика Татарстан. Разрешена 6-минутная разминка. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga. Последняя разминка на льду. Это Гран-при России среди юниоров. 4-й этап, проходящий в Казани. И в произвольной программе юноши сегодня нам дадут финальный бой этого юниорского турнира. Впереди после 2 групп с отличным катанием Илья Неретин. Очень близко к нему расположился Александр Чмиль. Эти ребята из Санкт-Петербурга лучше других выполнили свои произвольные программы, а потому приподнялись после короткой. А впереди
Еще 6 спортсменов, я имею в виду впереди их выступления, но они и в короткой программе были выше. Это прежде всего Кирилл Андриянов, еще один ученик Вероники Дайнеко на ваших экранах и Александры Панфиловой, работающих на катке школы Тамары Николаевны Москвиной. Называется программа Кирилла «Я дракон». Марк Лукин. Это еще один ученик Виктории Буцаевой, Евгения Власова, 18-летний спортсмен. Он исполнит 2 четверных прыжка, судя по протоколу, в своей произвольной программе на музыку Филиппа Гласса «Метаморфозис», которая уже сегодня звучала на этом льду. Роман Хамзин, как мы уже вчера подмечали, с Анной Щербаковой вытянувшийся, такой элегантный стал молодой человек. Расскажу вам маленький эпизод, которым поделилась вчера Анна. Роман постоянно фотографировался с Анной, как со звездой фигурного катания. И есть целая подборка в сети фотографий, где Анна одного вида и роста на протяжении долгого времени, а Рома рядом с ней все выше, выше, выше. И на последней фотографии обогнал ее по росту. Таким уже стал высоким и статным. Его тренеры, вы обратили внимание, Алексей Николаевич Мишин и Егор Челышкин, который занимается ОФП, физической подготовкой спортсменов школы Мишина. Вслед за Романом будет кататься Макар Солодников. Еще 2 четверных в списке. Макар также тренируется у Екатерины Патлсовой и Алексея Гловацких, которые работают в Перми на льду «Орленка». Наша звездочка Эдуард Каратынян, который зажег в короткой, благодаря чему получил 2 место в итоговом протоколе короткой программы. Как тебе по техническому набору в вчерашнее катание Эдуарда? Технически тоже, да, очень сильное выступление. И Эдуард владеет и четверными прыжками. Сейчас пойдет на четверной луп, самый сложный четверной прыжок. Но вообще в его арсенале есть также и другие четверные прыжки. Насколько я помню, тулуп четверной он тоже исполняет. Так что технически тоже очень сильный спортсмен. И с артистической точки зрения компонентный очень. Поэтому если он чисто справляется со своими программами технически, то это, конечно, всегда очень сильные выступления, которые не оставляют равнодушными зрителей. Ну, как сейчас Ильяс мощно исполнил четверной прыжок, четверной тулуп. Да, тулуп и сальхов четверные заявлены у казанского спортсмена Ильяса Халиуллина. Много казанских спортсменов на этом турнире. Прям и не в такой ситуации, когда, знаешь, ну, проводим в Казани, пусть казанские тоже покатаются. Нет, Ильяс Халиуллин здесь лидер после короткой программы. Будет кататься последним, и мы желаем этому стадиону, этим трибунам, и Ильясу, и его тренерскому штабу в составе Ольги Арбузовой и Алины Алексеевой хорошего выступления во всех отношениях, чтобы этот праздник казанского спорта был максимально полноценным. Вот так вот. Настраивают свои элементы ультраси мальчики. Выступление Кирилла Андриянова, который будет первым, конечно, тоже очень ждем. Он нам очень запомнился на московском этапе. Очень яркие у него программы, яркие образы. Очень такой хореографичный. И очень много трюков он исполняет в своей программе. Очень насыщенная у него произвольная.
Хочется, чтобы такие выдающиеся артистические качества этого спортсмена вот всегда были подтверждены прыжками, потому что, ну, бывает так, что чрезвычайно яркие ребята, а прыжков нет, и так и остается карьера не в том развитии, в котором хотелось бы, чтобы она была. Поэтому пусть будут прыжки, да, он не исполняет четверных, по крайней мере, в этот момент в этой программе, но и с тройным акселем в начале, и с хорошими каскадами эта программа может принести ему хорошие баллы. Успеха! We put in practice and discipline, no giving up, no giving in. We're match fit, we fit to win. For those who don't know, but filament information, whether it's out here, no conversation. No immigration, and we get it in without any invitation. Sound travels in the ground shakes, and our society has got us on the wild chase. And the more we back in 60 seconds with the loud bass, we're moving at our pace. He's saying stuff, boy linked up with swing stuff. To the UK and stuff, we got them all on the floor like a Korean man. What's the tempo? What's the tempo? Cut from the same cloth where you were from. And we ain't gonna wait for no invitation before we get involved. See, I never been a surfer, but I'm on a soundwave, but over the earth. We can make a crash it ever since birth. There was one to the pop, we just wanted to rap about the crowd. Say we got information, whether it is out here, no imitation. Pick one another, no immigration. And we get it in without an invitation. Sound travels in the ground shakes, and our society has got us on the wild chase. And the more we back in 60 seconds with the loud bass, we're moving at our pace. Кирилл Андреянов в расстроенных чувствах. Хотелось, чтобы было лучше. Выкладывался, Кирилл старался, Андреянов. был эмоциональным, подкованным, хореографически и так далее. Ну, и многое получилось, но просто мы не можем не отметить, что когда мы видели Кирилла на предыдущем этапе в Москве, то это было совершенно другое впечатление. Может быть, потому что мы сидели у бортика, и нам по-другому это смотрелось. Но Да, возможно, вживую
нас больше пробили его постановки, но здесь, безусловно, все так же очень крутые программы у Кирилла, и он очень артистичный, очень компонентный фигурист. Это его сильная сторона, но здесь и с прыжками тоже старался, боролся, вот вытянул тройной аксель, который на 6-минутной разминке не удался, очень неудачно он с него упал, а здесь поборолся, выстоял, а дальше вот, к сожалению, тройной луц, тройной тулуп, каскад подвел, падение, полоборота недокрут. Дальше по прыжкам уже справился, грубых ошибок не допускал. Но программа действительно в Москве как-то ярче прозвучала. Здесь немножко показалось, что и в короткой, в произвольной чуть более скован он был, и чуть больше концентрацию на исполнении прыжковых элементов как будто бы направлял. Но программа все еще остается очень яркой, очень много хореографических находок, очень классная у него дорожка хореографическая. Очень Впервые, много кстати, за сегодняшний день мы отмечаем дорожку. Да, Так да, вот, в основном зацепиться глазу было не за что до До этого этого, да. момента. А здесь очень много, да, было интересных находок, перепрыжек, подпрыжек, проездов, слайдов разных. И все это очень органично смотрелось в этой программе. Надо сказать, что и в Москве он тоже падал, у него было падение с тройного акселя, но тогда вот как будто не сказалось это на настроении. Здесь сказалось чуть больше, хотя он, конечно, все равно большой молодец. Видишь, там аксель не получился, здесь лучше Каскад тулуп. подвел. Да. Нужна стабильность, получше справляться с технической стороной катания, и я думаю, способности этого спортсмена позволят ему прям любых соперников побеждать и залы качать буквально эмоциями. Ну а пока сколько можно набрать баллов в произвольной программе? Да, это на 14 баллов меньше, чем у Ильи Неретина. И Илья продолжает подниматься потихонечку в турнирной таблице. На данный момент участник занимает 3-е место. Кирилл на 3-м месте, Для уступив исполнения Илье и произвольной Александру. программы на лед приглашается Марк Лукин. Москва. Марк Лукин на льду. Спортсмен Виктории Буцаевой, Евгения Власова. И звучит музыка Филиппа Гласса «Метаморфозис Ту». Сальхов и тулуп четверные ожидаем в начале программы.
Марк Лукин. Отличное, мощное, насыщенное катание. Конечно, всегда ждет тебя какая-то неудача в тот момент, когда ты уже ничего сам не ожидаешь от этого. И они всегда сюрпризные, но по насыщенности, по взрослости этого катания Марк просто сегодня... Просто молодец. Ну и он, если даже и расстроился, только из-за того, что можно было еще лучше. И по баллам, по всему подсобрать из-за этого акселя несчастного. Очень достойный прокат. Вот Марка Лукина. Первая половина так вообще шикарно. Давайте сейчас вновь посмотрим на эти прыжки, потому что смотреть на прыжки Марка — это вот такое эстетическое наслаждение. Они очень техничные. Посмотрите, какой красивый четверной сальхов. У него положение в воздухе очень правильное, очень хорошая крутка, высота прыжка. Четверной тулуп тоже сделано. Затем тройной аксель. Чуть-чуть он просел на выезде. Вот мы видим, но удержался, не так круто ходит на этом тройном акселе, но тем не менее удержался, сделал, каскад добавил, тройной сальхов. Да, причем был... именно добавил, потому что он изначально у него не стоял. Да, Он решил заявки сейчас с это ним сольные. разобраться, чтобы потом с акселем спокойненько завершить программу. Во второй половине уже появилось ощущение, что силы постепенно начинают покидать Марка, и я думаю, как следствие случилась бабочка на попытке второго тройного акселя, сделал он лишь одинарный, а дальше шли два каскада во второй половине, тройной ус, тройной тулуп и комбинация тройной ридбергер и два двойных акселя. Он это все сделал, но уже было видно, что да, вот прямо из последнего он так боролся за эти прыжки, но главное, что переборол и сделал. Причем на первом этапе в Москве он не смог сделать чисто четверной сальхов, у него там были большие минусы, а здесь у него 2 балла плюс и 2 балла плюс за четверной тулуп. То есть прокат намного лучше, чем тогда получился. Он получает за произвольную программу 145 баллов и в сумме 222 балла позволяют ему лидировать теперь с преимуществом над Ильей Неретиным в 11 баллов. Ну, кто-то должен был рано или поздно Илью обогнать. Все-таки отставание по короткой программе у него было довольно большое. А на льду Роман Хамзин, ученик Алексея Николаевича Мишина, Татьяны Николаевны Мишиной, Софьи Самодуровой. Под музыку «Гладиатора» он катается.
Красиво, красиво катаются в школе Алексея Николаевича Мишина. Мощно и убедительно. Молодец, Роман Хамзин. Очень такая все более и более взрослое катание. Не просто было, насколько я знаю, в начале этого сезона, потому что Роман возвращался в том числе после травмы, но, видите, во всеоружии находится. И вправду очень сильное выступление, очень убедительное выступление и с точки зрения технической составляющей, и с точки зрения образа, хореографии. Старался он в этой программе не оставлять пустых мест. Видим мы тройной аксель, прыжок, с которого он начал свою произвольную программу. Затем исполнил каскад, четверной тулуп, тройной тулуп. Очень хорошо исполнил, очень уверенно. Чуть-чуть бы, вот, наверное, выезд подлиннее. Вообще было бы супер. Второй четверной уже не такой уверенный, но, тем не менее, сделан. Недокрут четвертиборота, но выехал, устоял. Во второй половине программы 2 каскада исполнил тройной луц, тройной тулуп и комбинацию тройной флип и 2 двойных акселя. И завершил все это тройным липбергером. Нельзя не отметить, что по сравнению с турниром в Магнитогорске он сделал шаг вперед, потому что там у него первый каскад 4-3 оказался недокрученным и прошел весь в минусах, а с Луци Тулуп он и вовсе упал. А здесь вот такой уже более Набирает крепкий форму, прокат. Да, и сейчас уже практически можно назвать это чистым прокатом. Думаю, что будут усложняться по ходу сезона, добавлять еще элементы ультра-си. Вот есть вопросы по вращениям. Одно вращение 4-го уровня, а 2 других 3-го и 2-го уровня. То есть есть где добавлять, есть над чем поработать. И вот сейчас еще вылазит неверное ребро на тройном луце. Углядели судьи, техническая бригада, да, ребро в каскаде Луц-Тулуп. И отметили его в том протоколе, который мы видим на наших мониторах. Пока идут повторы и пока не выставлены оценки, на самом деле у технической бригады и у судей очень насыщенная ведется работа. Прям там огонь. Итак, он первый по произвольной программе с преимуществом в 2 балла от Марка Лукина, и с таким же преимуществом он оказывается впереди по сумме 2 программ. Четвертым он был в Магнитогорске, но вот минимум 4-й он и здесь, но от 3 оставшихся в списке спортсменов зависит, какое место Роман займет. И, соответственно, и они, в свою очередь. Макар Солодников из Перми. Еще одна вариация на тему Моцарта и рок-оперы, посвященная этому композитору. Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis seul que je fuis. Elle me dit, tu fais rater des lits, quoi qu'il advienne. On traîne ses chaînes, ses peines.
trop de nuits qui pensent quand passe l'absence dans ce bal. Ton silence est un cri qui fait mal. Je devine ton visage sur les ombres, les souvenirs sombres m'assassinent. Je dors sur des roses qui signent ma croix. La douleur s'impose, mais je n'ose pas effleurer les choses écloses sans toi. Oh ma rose, ne fane pas. Je manque de toi dans les nuits, dans la pluie, dans les rires, dans le pire de ma vie. Et rose autant que mes sanglots, la vie s'en va. Je crois à nouveau à mes rêves défunts. Je vais enfin oser la fièvre du parfum des Какой славный фигурист Макар Солодников. Сколько в нем красоты и эстетики. И как вот он может хорошо кататься и делать классные программы. Но что же сегодня-то? Буквально в шаге от пьедестала пермский спортсмен растерял все не только в там, в сложных элементах, но и в каких-то уже мелочах. Так. А главное дело, при таком старте сумасшедшем, прыжок-то первый был, я в первый раз увидел, что 3 балла надбавка у нас сегодня, да, за прыжок? Да, очень обидно на самом деле, потому что так начал на такой яркой ноте с этого четверного сальхова. Прям хочется еще раз пересмотреть этот прыжок. Какая красота, насколько красив этот четверной сальхов, как он вытянулся с руками наверх. На тулупе сразу было видно, что вылетел вот под наклоном и, соответственно, дальше падение. Но вот сальховым прям хочется восхищаться и пересматривать вновь и вновь, насколько он был круто выполнен. Тройной аксель тоже замечательно, абсолютно. И несмотря на падение с четверного тулупа, первая половина выглядела очень хорошо. Но вот во второй прям было видно, да, что все, силы покинули Макара, падение с тройного луца. Соответственно, там должен был быть каскад. Затем падение с тройного акселя, на котором тоже должен был быть каскад. Без 2 каскадов он остается. Ну и в конце комбинация с тройным луцем уже сделана, но тоже вот из последних сил. И в конце настолько уже силы покинули, что даже вращения сделаны, оба вращения лишь на 2-й уровень. И в последнем так вообще еле-еле удержался. Думаю, что физически не хватило его на сегодняшний прокат. Нужно вот как-то поработать над этим аспектом, потому что хочется все больше и больше наблюдать таких чистых прыжков от Макара, чтобы он нас не лишал такого удовольствия. Ой, это вот, конечно, самые неожиданные сейчас моменты любых соревнований. И остается 3 участника, да, но всегда стоит помнить таким спортсменам, как Роман Хамзин, Марк Лукин, Илья Неретин. Ты сделай сначала все, что ты можешь, а там дальше мы посмотрим. Да, мы только что говорили, а впереди еще 3 спортсмена. Вот сейчас Макар Солодников, к сожалению, для его тренерского штаба и для всех, кто ценит красивое катание,
и переживает за него. 8-й результат по произвольной, и он 6-й Москва. по сумме 2 программ. Пока 6-й. Впереди еще 2 спортсмена. Эдуард Карартынян. Виталий Бутиков его выводит на лед. Школа Светланы Соколовской. Наши надежды. Какая это программа? Что это для нас сейчас будет хороший такой сюрприз. Bonsoir monsieur, madame, aujourd'hui je te dis tout, je préfère parler en tu, car je n'aime pas le vous, je trouve que ça vieillit, moi je veux rester petit, un gamin pour la vie, sans mouchoir ni cri, alors vas-y je te dis tout, sur le drame que je vis, au quotidien en enfer, voilà où je suis, je voudrais m'en aller, m'évader loin du tout, de ce monde de fous et partir je ne sais où, ce monde m'étrangle, m'écrase et me brûle, me détruit, m'empêche de vivre dans ma bulle. Alors je voudrais partir, loin de tout, juste m'enfuir. Laisse-moi courir loin, laissons ce monde à bannir. Si Dieu dit que le suicide est un péché, alors qu'ils disent comment je pars sans lui faire de tort, qui me transforme en ce que les médecins appellent fou. Et peut-être qu'ainsi j'y verrai dans le flou. Alors cher Вот каким творчеством занимаются в школе Светланы Соколовской, где такие интересные программы ставят необычные, с необычными акцентами, ритмами, тематикой. Под пение бельгийского певца Луик Нотета выполнял свою программу Эдуард Карартынян. И начал это все с четверного луца. Но как там был четверной луц?
Да, пошел он на один четверной прыжок, с которого начал свою программу, четверной луц. Сейчас, я думаю, как раз нам покажут повтор этого прыжка. Чисто исполнить его не удалось, но очень хорошая попытка была. Давайте посмотрим. Очень большая высота у этого прыжка, но приземлился в небольшой недокрут, чуть-чуть чиркнул другой ногой, корпусом был спереди, и при этом все равно выезд постарался доделать, вытащить этот прыжок, поборолся за него. Дальше из элементов ультра-си еще 2 тройных акселя он исполнил. Тройной аксель был в первой половине программы, и во второй половине тоже исполнил тройной аксель в комбинации с 2 двойными акселями. На акселе находит недокрут, но, тем не менее, дальше он без грубых ошибок обошелся. И, в принципе, эта программа без грубых ошибок. И всегда отдельное уважение буду высказывать за вот этот каскад. Тройной луц, тройной ридбергер. Так мало кто идет на каскады с тройным ридбергером. Это очень большая редкость на соревнованиях, и тем более у мальчиков. Хотя сейчас, мне кажется, и у девочек очень редко увидишь исполнение этого каскада, а он все-таки, может быть, не столько по баллам дорогой, но вот по исполнению он в разы сложнее, чем любой другой каскад, так как на той же ноге ты исполняешь ридбергер. И те, кто идут на этот каскад, это очень храбрые, отважные люди, потому что каскад очень коварный. Коварный, но эффектный. Так буквально как будто бы слегка касаясь льда, ты снова взмываешь вверх. Это Ну и, очень конечно, эффектно. да, после проката Федика хочется и программу подчеркнуть, потому что все непрыжковые выполнены на высшем уровне, 4-го уровня, все вращения. То, как он отыгрывает эту программу, это тоже всегда подмечаемо. Да, нам очень нравится его катание. Ну и не только нам. Огромное количество у него поклонников. Но вот судьи сегодня не совсем поклонники. Сколько? 1/100! 1/100 отделила его от верхней строчки. Он мог быть минимум 2-м, а сейчас он, получается, точнее не минимум, а гарантировать себе минимум 2-е место, да. А сейчас пока что гарантировал только минимум 3-е. И все зависит от Ильяса Халиуллина. Ну, 1/100 будет сниться. Четверные Тулуб и Сальхов в начале его программы. Фигурист из Казани. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil. My middle name is Marie. Yeah. Well, I'm evil. So don't you mess around with me. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you.
Вот так выглядит чемпионское катание под музыку вечного и бессмертного Элвиса Пресли. Ильяс Халиуллин выполнил блестяще и в техническом плане красавчик, и в Победный эмоциональном супер катание. Поздравляем! Пришел, увидел, победил. Вот правда, Ильяс на этом турнире блистал. И очень, ой, как радостно видеть такие эмоции, живые, настоящие. Сам вышел и заслужил своим прокатом, он, чтобы сейчас так радоваться. Какой молодец. Он уже по элементам набрал настолько больше всех своих конкурентов, что просто без шансов, да, остальных парней оставил. Давай посмотрим. Давайте пересмотрим, Ага. да, этот чемпионский прокат. И по прыжкам, как он справился, какие у него красивые тоже четверные прыжки, такие ровные, высокие, плотная группировка очень. Смотрите, как он взмывает вверх в воздух. Даже если где-то чуть-чуть конек дрогнул, он так раз вцепился в лед и не давал себе возможности хоть чуть-чуть где-то ошибиться, допустить хоть какие-то помарки. В итоге все элементы у него в плюсовой зоне. Посмотрите, тройной аксель, тройной тулуп, каскад. Исполнил 2 четверных прыжка, 2 тройных акселя. У него и набор самый сложный. И исполнил он его чисто, и надбавки очень высокие, заслуженно получает за свои прыжки. На 4-й уровень все вращения. Вот почему чемпионское катание? Потому что не было слабых мест в этой программе. Замечательно исполнил все прыжки без какой-либо помарки. Все вращения 4-го уровня. Программу он с первых секунд преподносил. Он не был сконцентрирован только на исполнении прыжков. Он и отыгрывал и с артистической точки зрения, и с хореографической точки зрения тоже постановку максимально вообще раскрывал. Смотрите, какая затяжка. Тоже не часто увидишь в соревнованиях у мужчин. Такую затяжку в полный шпагат. Прекрасная улыбка в конце, победный жест, и мы радовались здесь вместе с Ильясом. Заслужил. Сегодня его день определенно. Потрясающе. Просто потрясающе. Отличные кадры нам дарит эта трансляция, эти соревнования. Ильяс Халиуллин за произвольную программу. Что там набирает говорить? На 20 с лишним Браво. баллов в одной только произвольной Хочется ближайшего аплодировать стоя. Общий результат соперника за 2 программы и составляет на 25 баллов по сумме 2 программ. 2,62 Абсолютная балла. победа и в По итогам компонентах, и в соревнований элементах. Ильяс Самый становится победителем, чистый заняв протокол, первое который я место. видел за да. последнее время. Удивительно. Радуемся вместе с Ильясом его Уважаемые победе. зрители, через несколько минут пройдет Поздравляем торжественная Казань, церемония поздравляем награждения тренеров, призеров и поздравляем победителя самого среди Ильяса. юношей. Конечно же, поздравляем тех ребят, которые в такой плотной борьбе заняли 2-е и 3-е места на пьедестале. Это Роман Хамзин, Эдуард Карартынян. Поздравляем зрителей Первого канала, что вы можете воочию видеть, как вот эти звездочки маленькие, наши юниоры, становятся настоящими бойцами, растут и готовятся штурмовать самые высокие вершины на свете. Василий Соловьев и Анна Щербакова прощаются с вами, но ненадолго. Мы всегда на связи и очень ждем следующей встречи с вами. Спасибо всем, кто смотрел, всем, кто слушал нас эти 2 дня, и до скорых встреч! Уважаемые дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения призеров и победителя среди юниоров, выступающих по программе «Кандидаты в мастера спорта». Первое место и звание победителя всероссийских соревнований «Идель 2025» среди юниоров становится Ильяс Халиуллин, Республика Татарстан.
Хамзин, Санкт-Петербург. Бронзовым призером становится Эдуард Карартынян, Москва. Assez de donner sans retour. Je suis saoulé de m'aimer, moi sans l'âme, ça c'est lourd. Mais sachez tout de même que sur scène, grâce à vous, j'ai l'impression d'être loin de ce monde de fous. Car j'écris quand je me plante et je ris quand je... Медалями призеров и победителей награждает старший судья вида Алла Машкевич. Цветами призеров и победителя награждает технический контролер вида Юлия Соловьева. Награждается тренер победителя Ольга Арбузова. Уважаемые зрители, еще раз, пожалуйста, аплодисменты нашим призерам и, конечно, победителю соревнований. Пожелаем им всем удачи, здоровья и спортивных побед. На этом церемония...